Привет, армия. Тэхён онлайн и публикует прекрасные фотографии, каждая из них словно застывший вздох, передающий безмятежность и красоту, которую может передать только он поистине пленителен. И самое трогательное, кажется, что через эти маленькие поступки он показывает нам, как сильно он нас любит. Его теплота снова очевидна в комментариях к его истории в Инстаграм. Не пропустите осень, погода уже холодает. Эти простые слова, окутанные нежностью и заботой, ощущаются как нежные объятия, проникающие сквозь экран. Прекрасная и драгоценная душа Тэхёна обладает уникальным способом заставить нас чувствовать себя сопровожденными, напоминая, что даже холодный день в его любви к миру есть теплое убежище. Тепло, которое он излучает, не только исцеляет нас, оно также отражает глубокую связь, которую он разделяет с Чингуком. В его словах и каждой фотографии, которой он делится, так много смысла, ничто не кажется случайным, у каждой детали есть скрытый смысл, молчаливое намерение, которое может понять только заботливое сердце. Красная нить, которую он не отпустил в Париже. Один из знаков, который оставляет нас в благоговении, символ, который, кажется, говорит без единого слова, это та невидимая связь, которая объединяет ее историю с историей Чингука, тонкое, но мощное послание о том, что с Тэгуком все в порядке, что их отношения остаются нетронутыми. Это вибрирует в каждом жесте и каждом взгляде. Некоторые называют нас сумасшедшими за веру в предзнаменование, за то, что читаем между строк и видим любовь в самых маленьких жестах. Но для меня это истинный язык Тэхёна, теплое, тонкое и исцеляющее послание, которое может понять только чуткое сердце. Каждый раз, когда он появляется, мы чувствуем, как мир становится немного светлее. Его энергия успокаивает бурю и напоминает нам, что настоящая любовь существует, даже если она не всегда выражается. Спасибо, Тэхён, за то, что делишься своим светом, за то, что показываешь нам, что нежность также может быть формой стойкости и истины. Вы с Чингуком поистине драгоценны и заслуживаете чистой любви, любви, которая ничего не требует, которая просто сопровождает. Как вы все знаете, каждый раз, когда Тэхён или Чингук публикуют что-то, каждая мелочь имеет смысл. В этом нет никаких совпадений. Это просто жест, который со временем открывает их личности. Тэгук всегда показывал нам любовь безграничную и беспрепятственную, любовь, которая преодолевает время и обстоятельства. И хотя многие до сих пор не хотят ее видеть, мы чувствуем ее в каждом взгляде, в каждом совпадении, в каждом общем молчании. Мы приближаемся к тому, чтобы подтвердить наши тыкуки, и, возможно, тогда многие сомневающиеся поймут то, что мы всегда знали, что их любовь настоящая, что их любовь искренняя. А пока давайте продолжим поддерживать наших мальчиков, сопровождать их с уважением, любовью и терпением. Давайте покажем им, что каждый их маленький жест мы понимаем, ценим и дорожим им, потому что их любовь – невидимая связь, которая их объединяет и нас. Это цепочка привязанности, которая выходит за рамки экранов и расстояний. Напоминание о том, что настоящая любовь не нуждается в доказательствах, ее просто чувствуют, признают и празднуют. Сейчас на Тэхёна обрушивается мощная волна ненависти. Тревожит то, что Чингук каким-то образом оказался втянут в этот водоворот, став причиной всего того отторжения и враждебности, которые получает Тэхён. Это уже не просто случайная атака или импульсивный комментарий в социальных сетях. В том, как все разворачивается, есть нечто более глубокое, более структурированное и почти дотошное. Каждый пост, каждая тенденция, каждый аккаунт, присоединяющийся к негативному нарративу, кажется, развиваются в одном темпе, как будто кто-то заранее начертил временную шкалу для всего происходящего. Больше всего тревожит то, что произошло с аккаунтами, посвященными поддержке отношений и дружбы между ними, известными аккаунтами Тэгук. В течение нескольких часов многие из них подверглись атакам, массовым жалобам и были заблокированы сразу после публикации сообщений в поддержку Тэхёна или Чингука. Это систематическая атака, призванная заставить замолчать всех, кто пытается их защитить или поставить под сомнение доминирующую точку зрения. Некоторые из этих аккаунтов активны уже много лет, создавая сообщества, полные позитива, собирая данные, факты и моменты, демонстрирующие подлинную связь между ними. Однако их удаляют без каких-либо оснований, как будто кто-то хочет методично стереть их цифровое присутствие. Я уже упоминал, что наступит время, когда все погрузится во тьму, что кажущееся спокойствие сначала разрушится, а затем снова стабилизируется. И теперь, видя, как разворачивается эта буря, когда и то, и другое отсутствует, трудно не признать стратегически выгодный момент.
Некоторое время назад я упоминал так называемый метод контроля ущерба HYBE, и то, что происходит сейчас, почти полностью укладывается в эту схему. Это не первый случай, когда компания действует скоординированно в условиях публичного кризиса, отвлекая внимание от других событий ради поддержания своего имиджа. Этот цифровой шторм с его точным временем и непропорциональной интенсивностью ощущается как часть тщательно спланированного сокрытия чего-то большего, чего еще предстоит полностью раскрыть. Тем временем президент HYBE Бан Ши-хёк сталкивается с собственной юридической дилеммой. Он находится под пристальным вниманием. Полиция продолжает расследование предполагаемых нарушений закона о биржах. Невозможно игнорировать это совпадение. Когда вокруг Тэхёна и Чингука разразился цифровой хаос, общественное внимание рассеялось. Ничто не казалось случайным, казалось, что все имело цель, порядок и направление. И хотя многие до сих пор отвергают это как просто войну фандомов, для тех, кто присмотрится внимательнее, эта закономерность раскрывает нечто гораздо более темное, тихую стратегию манипуляции и контроля, попытку сформировать общественное мнение с помощью шума, в то время как истинный мотив остается скрытым, ожидая подходящего момента, чтобы раскрыться. Некоторые считают, что все, что делают Тэхён и Чингук, всего лишь игра или ловушка для публики, но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что это просто неправда. Каждый взгляд, каждое прикосновение, намеренное или непреднамеренное, несет в себе глубокий смысл. Тэкукам не нужно говорить, чтобы общаться. Их жесты, движения, даже то, как они приближаются друг к другу, передают эмоции, которые невозможно выразить словами. Когда один улыбается, другой мгновенно отвечает. Они как будто читают то, что пытаются сказать сердце друг друга. Их физическая близость кажется естественной, непринужденно, неважно, кто за ними наблюдает и где они находятся. Тэхён и Чингук двигаются синхронно, подстраиваясь под ритм друг друга. Когда один наклоняется, другой подстраивается, когда один касается, другой легко отвечает. Эти небольшие жесты полны смысла, и тэкукеры это прекрасно понимают. Этот безмолвный язык напоминает нам, что общение не всегда требует слов, что любовь можно проявить в мельчайших деталях. Более того, их взаимодействие демонстрирует доверие и уважение. Никто из них не вторгается в пространство другого без молчаливого согласия, все гармонично и сбалансировано. Тэхён и Чингук создают свой собственный мир в каждой встрече, вселенную, где слова не нужны, а физический контакт говорит сам за себя. Каждый раз, когда они появляются вместе, их связь ощущается глубокой и искренней. Тэкукеры видят не просто жесты, они видят послания заботы, поддержки и участия, которые невозможно подделать. Так же поразительно, как их движения кажутся отточенными, словно от природы, интуицией. Когда один наклоняется вперед, другой следует за ним, когда один отворачивается, другой следует за ним. Это не совпадение, а эмоциональная синхронизация, демонстрирующая, насколько они понимают и доверяют друг другу. Их взгляд – это еще одно измерение их общения. Они могут смотреть друг на друга несколько секунд, исследуя эмоции, не произнося ни слова. Для тхэкукеров каждое подмигивание, каждая общая улыбка – признак настоящей любви. Даже самый незначительный жест, например, прикосновение руки, легкий кивок головы или изменение позы, выдает глубокую связь. Каждая встреча Тэхёна и Чингука – напоминание о том, что настоящие отношения могут быть незаметными, но при этом глубокими, заметными лишь тем, кто умеет наблюдать и чувствовать. Удивительно, как их связь остается неизменной на публике, независимо от камер или толпы, их связь остается непоколебимой, и это подчеркивает подлинность их чувств. Тхэкукеры понимают, что такая естественность встречается редко, и это не просто зрелище, это отношения, построенные на доверии и взаимопонимании. То, как Тэхён и Чингук разделяют физическое и эмоциональное пространство, показывает, что они привыкли полагаться друг на друга, находя безопасность в присутствии друг друга без необходимости слов.